Это заключительная часть по вязанию тигренка. Ссылочки на первые две части я оставлю в описании под видео. Вяжите с удовольствием. Теперь вяжем ушки. Крючок все тот же. Делаем петельку и 2 воздушные петли. В первую петельку набираем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаем 6 прибавок. То есть в каждую петельку по 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В третьем ряду делаем 12 прибавок. Тоже в каждую петельку по 2 столбика без накида. И теперь еще 2 ряда вяжем, просто в каждую петельку по столбику без накида. Всего у нас сейчас 24 петельки в ряду, поэтому вяжем по 24 столбика без накида 2 ряда. Вот я провязала, вязание вывернули, сделали соединительный столбик в следующую петельку, ниточку обрезали, вытягиваем, затягиваем, прячем вовнутрь. Второе ушко вяжем точно так же. Вот так мы его складываем пополам. И второе ушко вяжем точно так же. Так, смотрите, 2 ушка я связала, теперь их нужно пришить к тигрику. Пришиваю я, как обычно, обычной иголкой с ниткой. Вот так вот мы их пришьем. Полностью показывать не буду, как я пришиваю, потому что ничего сложного, просто нужно аккуратненько так вот прикладываю и пришиваю. Вот так вот придерживаем и просто пришиваем в ушко, в голову, в ушко, в голову. Это я с той стороны пришила, теперь вот эту часть ушка нужно тоже пришить внутри. Видите, какая красота! В общем, и так дальше мы пришиваем это ушко хорошенечко, и с этой стороны это. Вот так вот ушки пришиты. Теперь оформляем полосочки. Просто берем черную
ниточку, вставляем в иголочку, я этой же плюшевой это делаю, вы любой делаете. Вот тут возле глазок сюда пошли, вот здесь вот так и вот здесь вот так. То есть полосочки делаем самостоятельно и дальше будем вязать хвостик. Вот смотрите, я еще и беленьким оформила. Мне так красивее показалось. Сейчас мы свяжем хвостик. Тоже 4-м крючком. Я начну кончик черненьким. Делаю петельку и 2 воздушные петли. И в первую петельку набираю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаю 6, нет, не 6, ну да, 6 прибавок. Как обычно, в каждую петельку по 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь у нас 12 здесь петелек в ряду. Мы переходим на оранжевый цвет и вяжем по 12 столбиков без накида с 3 по 30 ряд включительно. Но черную ниточку я не обрезаю, я иногда буду прокладывать полосочки. 3, 4, 5. Здесь я завяжу узелочек. Выверну. И наполнитель еще будем добавлять в хвостик, пока вывернуть не получается, поэтому вяжу дальше. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Попробуем вывернуть. Вяжем дальше. Вот смотрите, провязала я несколько рядов, теперь просто прокладывать буду полосочку. Я захожу в петельку, а ниточку сюда и провяжу. Так, сейчас не так нужно, чтобы она у меня здесь осталась. И провязываю. Провязываю где-то 4 столбика. Тут подтягиваю ниточку, ее на эту сторону. И провязываю следующий столбик без накида, а ниточка там остается, я ее подтягиваю. То есть вот так вот у меня полосочка образовалась. И так вот в хаотичном порядке где-нигде эти полосочки делаем и добавляем по ходу вязания наполнитель. Вот такой вот хвостик получается. Следующий у нас уже 31 ряд, вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так делаем до конца ряда. В конце ряда будет 18 столбиков без накида. И следующий ряд у нас последний, просто провязываем столбиками без накида. Потом делаем соединительный столбик и ниточку обрезаем. Добавим полностью наполнитель и будем пришивать. Вот смотрите, наполнитель я добавила, теперь надо пришить хвостик к тигрику. Пришиваем вот здесь где-то на уровне ножек, просто по кругу, тоже полностью вот так вот пришиваем к тельцу. Вот так вот по кругу. Смотрите, вот так вот я пришила хвостик. У нас в принципе все готово, осталось только связать шапку и шарфик.
Давайте начнем с шапочки. Колпак я начну вязать Alize Softy Plus. Это чисто для бубончика. А потом обычной плюшевой пряжей буду вязать. Так, крючок 4. А когда перейдем на плюшевую пряжу, возьмем крючок номер 6, как я и рассказывала в начале. В общем, делаем 6 столбиков без накида в первую петельку. Все, как всегда, мы начинаем вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду 6 прибавок. 1. Тут петли не видно, поэтому так, на ощупь. 2, 3, 4, 5, 6. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, и так до конца ряда. В конце ряда будет 18 столбиков без накида. Можете себе маркер поставить, чтобы понимать, правильно вы вяжете или нет. Следующий ряд, 4-й, провязываем просто 18 столбиков без накида. В 5-м ряду вяжем 1 столбик без накида, убавка, и так делаем 6 раз до конца ряда как раз. А потом в 6-м ряду делаем 6 убавок, добавляем наполнитель, и у нас будет готов такой бубончик. И будем переходить уже на красный цвет. Вот такой бубон готов. Дальше я просто сейчас провяжу 1 столбик без накида. Так, вытяну побольше петельку, беру 6-й крючок, плюшевую пряжу и дальше буду вязать плюшевой пряжей. Мне сейчас нужно просто провязать 6 полустолбиков с накидом. Накид я делаю белой ниткой, захожу в петельку, хватаю красную плюшевую уже и провязываю полустолбик с накидом. Дальше делаю накид, захожу в петельку, вытягиваю. Вот полустолбик с накидом — это когда вот так 3 петельки мы провязываем за один раз. Это 2, 3, 4. Так, эти 6 полустолбиков я довязала. Сейчас здесь завяжу узелок с красной ниткой и белой. Обрежу белую ниточку и спрячу эти хвостики вовнутрь. И дальше будем вязать уже красным полностью. Белая нам вообще не нужна. Следующий ряд мы будем вязать 1 полустолбик с накидом, 1 прибавка. И так до конца ряда. 9 полустолбиков с накидом у нас должно будет получиться в конце ряда. Вот мы делаем накид, заходим, вяжем 1 полустолбик с накидом, а в следующую петельку прибавку. Это 2, 3. Снова полустолбик с накидом 4. И прибавка это 5, 6. Полустолбик с накидом 7. И прибавка 8, 9. И теперь 2 ряда провязываем по 9 полустолбиков с накидом. 1, 2. Это я провязала. В следующем ряду вяжем 2 полустолбика с накидом, 1 прибавка. И так до конца ряда. Это 1, 2 и прибавка это 3, 4. 5, 6. Прибавка 7, 8. И еще один раз. Это 9, 10.
и прибавка 11, 12. Теперь провязываем просто 12 полустолбиков без накида, полустолбиков с накидом. Вот, провязали. И дальше будем вязать 3 полустолбика с накидом, прибавка. Тоже так делаем до конца ряда. 3 раза у нас получится так сделать. И потом 15 полустолбиков с накидом. И затем вот так вот и будем. 4 полустолбика с накидом, прибавка в следующем ряду до конца ряда. А потом 18 полустолбиков с накидом. И так будем прибавлять до 6, пока не дойдем, вот не провяжем 6 полустолбиков с накидом и 1 прибавка, и потом еще один ряд, 24 полустолбика с накидом. И там я расскажу, как вязать дальше. Вот так вот сейчас выглядит колпачок. Это я провязала 24 полустолбика с накидом. Дальше давайте все-таки провяжем еще 7 полустолбиков с накидом, 1 прибавка, и так до конца ряда. И затем целый ряд 27 полустолбиков с накидом. И потом следующий ряд еще 8 полустолбиков с накидом и 1 прибавка, и так до конца ряда. И следующий ряд 30 полустолбиков с накидом. Вот так вот сейчас выглядит вязание. Давайте еще плюс 3 ряда провяжем по 30 полустолбиков с накидом. То есть один ряд мы уже провязали, 30 полустолбиков с накидом, и еще 3. Вот так вот я провязала. Так, следующий ряд провяжем тоже 30 полустолбиков с накидом, только вот этой вот пушистой пряжей. Вот я думаю, если взять пряжу, какая там есть вот эта вот пряжа Минк, только я не помню, что это, Ярнард, Минк или какая она. Короче, как называется, я не помню, но она прям пушистая-пушистая. У меня когда-то был мастер-класс по Мишке такой. Мне кажется, еще красивее будет. У меня просто сейчас нет ее. Я куплю. И думаю, что если ей... Она прям вообще пушистая-пушистая. И я вот думаю, если ей вязать, то прям вообще будет очень классно для этих новогодних шапочек. То есть сейчас тоже полустолбиком с накидом вяжем весь ряд. Так, этот ряд я довязала. Вот эту красную нитку мы обрезаем. И завязываем узелок, а потом еще я обычной иголочкой с ниточкой прошью, чтобы у меня эти кончики никуда не повылазили, не осыпались и так далее. То есть пока я так оставляю. Работаем еще белой пряжей. Тоже делаем накид и заходим вот не в эту петельку, вот которую мы провязали, а в ту же самую. Вот, заходим в ту же самую. То есть мы как будто еще раз вот за предыдущий ряд провязываем. И вот так вот будем провязывать до конца ряда. То есть просто заходим туда же, куда мы и начинали. Довязала, а теперь столбиками без накида то же самое делаем. Заходим в те же петельки, но уже не полустолбиками с накидом, а без накида обычными столбиками. Просто сюда зашли, вытянули, провязали. Вот так вот еще ряд провязываем, и все, шапочка будет готова. То есть, видите, вот так вот должно получиться. И вот такая вот шапочка получается. Мы ее одеваем, я ее не пришиваю. Одеваем. И все. Здесь вот формируем правильно, как вам нравится.
это вот загинаем, как нравится. И вот такая вот шапулька получается. Так, здесь мы сделали соединительный столбик, ниточку обрезали и все хвостики обработали, кончики. Вот эти вот между собой сначала связали, потом обработали. Смотрите, я посмотрела на свой Alize Softy Plus, он какой-то больше к розовому, не совсем такой красный, яркий, поэтому я буду вязать плюшевой пряжей шарфик. Так, крючок тот же, 4-й, не будем ничего менять. Я делаю петельку и 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь делаем накид, будем вязать полустолбиками с накидом. Накид, и со второй петли от крючка, как обычно, не с первой, а со второй, вяжем 1 полустолбик с накидом, снова накид, в следующую петельку зашли 2 полустолбик с накидом, в следующую петельку 3 полустолбик с накидом и в следующую петельку 4 полустолбик с накидом. Воздушная петелька, развернулись. И все то же самое вяжем теперь обратно. 1, 2, 3, 4. Воздушная петелька, развернулись, и все то же самое. И таким образом по 4 полустолбика с накидом будем вязать в каждом ряду вот нужное нам количество рядов. Я, если честно, их не считаю, поэтому я просто вяжу и вам также предлагаю. Просто померяйте потом, по игрушке завяжете красиво, ну и достаточно. То есть просто вяжем вот такой вот шарфик, длинненький достаточно. Потом в конце сделаем соединительный столбик, обрежем ниточку, и эти ниточки все попротягиваем, зафиксируем, и шарфик будет готов. Вот такая вот красота получается в итоге. Шарфик сделала и завязала. Мне все очень нравится. Надеюсь, у вас тоже все получилось. А я, как всегда, жду от вас лайки, комментарии. Ну и, конечно же, поздравляю вас с наступающим Новым годом!